Всем привет! Начал устанавливать забор на даче. У меня был ручной бур. Я думал, что им сделаю потихоньку все лунки для забора. А их у меня 30. Первые 80 сантиметров грунта довольно сложны. Глина вперемешку с мелким гравием, ну а потом песок. Глубину я делал 1 метр, так как в моем регионе глубина промерзания почвы от 80 сантиметров до 1 метра. Проделав этим буром 9 отверстий за день и набив кучу мозолей, я кинул эту затею и решил, что лучше возьму в аренду бензобур. Но по итогу так и не доехал до проката инструмента. Увидел в интернете, что многие делают электробуры из перфоратора. Решил использовать эту идею, но заменил перфоратор на строительный миксер. Для бура использовал прут металла 14 диаметра, сверло, старый диск под дерево 16 диаметра. В идеале я бы лучше использовал диск 18-20 см, но из ненужных у меня оказался только такой. Диаметр проделанных отверстий может быть разным, но оптимальным считается от 15 до 30 см. Приступаю к сборке. Сразу разрезал диск и заточил по линии разреза. Выгнуть диск под нужный угол и размер довольно сложно, даже с помощью горелки. Режущую часть диска крепил под 90 градусов относительно основания. Догибал его уже на трубе, при сварке. В итоге разогнуть диск у меня получилось только на 3,5 см. Хотелось бы больше, а то часто камни застреют. Дальше к трубе приварил сверло. К пруту резьбу от болта. Мне пришлось использовать довольно много переходников из труб, так как у диска посадочное было довольно большого диаметра. И тут даже пригодилось конусное сверло с AliExpress. Ссылку оставлю в описании. Возможно, вы уже заметили, что зубья расположены в обратную сторону от вращения. Таким образом, бур легко срезает корни растений и быстро углубляется в грунт. Ну а теперь тестирую. Бур без каких-либо моих усилий очень легко врезается в землю. Делаю пару оборотов и достаю землю. Много оборотов делать не советую, так как сложно доставать землю. Теперь на лунку глубиной 1 метр у меня ушло 2 минуты. Спасибо за просмотр.